Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И, друзья, кому интересно только про парфюмы, быстрее переходите по тайм-кодам, потому что сейчас будет немножечко не только о парфюмах. Это Макс. Кто не знает, посмотрите. Кто знает, какой он огромный. Вы помните, он был вот в ладошку помещался, а теперь такой большой и безумный. Он пытается все уронить, пытается выпрыгнуть на балкон. В общем, подержу его в руках. И сразу же расскажу про помаду. Это помада Estee Lauder. Просто часто спрашивают, и она сейчас в другом футляре, потому что это лимитированная коллекция была. Номер 260. И я напишу название, потому что тут еще стерлась Pure Color Envy, по-моему, так. Ну, в общем, напишу под видео. И здесь, наверное, напишу. Так, еще хочу вам посоветовать классные лаки, очень бюджетные. Это лак от Catrice Soft Glaze. Я так понимаю, что это какой-то, опять же, какая-то лимитированная версия. Называется Hailey Baby 010. Тоже все напишу. Почему хочу посоветовать? Классный лак, универсальный, в один слой. Он прозрачный, но при этом без полос наносится, держится хорошо в два слоя с верхним покрытием. У меня, опять же, тоже бюджетная Essence Color Grip Base Coat и держится где-то уже, наверное, 12-й день пошел. Я просто перед Португалией сделала маникюр, я сама его делаю себе, нанесла лак в два слоя с покрытием верхним. И вот до сих пор просто отросли уже ногти. Я все равно буду, конечно, делать опять маникюр. Но лак просто держится. Вот я не знаю, так гель-лак обычно держится у людей. И вот это вот меня поразило, почему решила вам посоветовать тоже попробовать. Так, что еще? Чокер. Чокер вяжет моя Ульяшка. Кто смотрел видео с ней, знают, кто это. Моя невестка называется, жена брата. Она вяжет крючком. Очень классные вещи. И вот этот чокер тоже связала мне. Очень красивый. Цвет такой, видите, не режет шею. В то же время очень изящно, нежно и в тренде. Так, еще что-то из этих парфюмов точно есть на рандеву. Если есть, я оставлю ссылки. Если вдруг там будет хорошая цена, мониторьте, покупайте с моим промокодом 10 Victory. Ну все, друзья. Кстати, у них есть еще от Леванты на все, поэтому можно потестить. Либо, да, у кого большая коллекция, зачем вам целый флакон? Вот хочет бежать, чтобы творить какие-нибудь, я не знаю что. Кот просто, ну, мне кажется, что он уже вот в этом самом возрасте, да, когда он хочет гулять, развлекаться, а не с матерью сидеть тут в парфюмерном блоге. Так, друзья, я вам сейчас буду рассказывать в хронологии ароматы, которые из меня сделали парф-маньяка. Я понимаю, что не из всех они сделают парф-маньяка. Объясню, как, да, почему именно их я выбрала. Это те ароматы, которые дали мне такие впечатления, которые мне хотелось повторить. И я все глубже, глубже погружалась в мир парфюмерии, во фрагрантику, потому что фрагрантику, ну, не каждый человек знает. Я думаю, те, кто знают, они уже либо парф-маньяки, либо в направлении, да, туда. А если уж страница есть, то точно. Поэтому это вот такие ароматы, и которые даже, я не знаю, поменяли ли они мою жизнь, но точно, когда я их хотела купить и покупала, у меня было вот это вот ощущение, что они могут поменять мою жизнь каким-то образом. Макс. Так, ну, Максик, ну, пожалуйста. Ну, дорогой мой, ну, любимый мой котик. Давай видео запишем, я тебе обещаю. Мы всего лишь тут мало парфюмов. Мы с тобой управимся, ну, минут за 20 точно, да? Мы не будем прям подробно там все там до мельчайшей детали, потому что я обо многих этих ароматах уже рассказывала. Я думаю, что вообще тут многие ароматы известны. Так что давайте. Первый аромат. Первый это Мадемуазель Коко от Шанель. У меня сейчас Intense, но была классическая версия в парфюмерной воде. И мое знакомство состоялось так. Я работала менеджером по продажам одежды, еще по каталогам тогда. Не знаю, почему там нужен был менеджер. Ну ладно. И ко мне пришла девушка, вот просто впорхнула. Она была такая потрясающе красивая.
Я даже, ну, знаете, когда вот это впечатление, мне было 19 лет, я не знаю, как бы сейчас, да, я ее оценила, но тогда она мне просто казалась божественной. Во-первых, она такая красивая блондинка, очень легкая, и на ней была желтая одежда. Это были где-то, ну, точно до 2004 до 2005 года. И вот она была вся в желтом. И мне просто казалось тогда это вот, ну, верх вкуса, изящества, элегантности и богатства, шикарности. И вот она на меня такое впечатление произвела. Еще она, я помню, что это, ой, это хочу, это. И она не смотрела на цену вообще, она просто вот что хочу, то и заказываю. Вот примерно так. Она еще была на машине, ну, то есть такой образ, понимаете, такой легкой, шикарной женщины, которая делает покупки и потом куда-то уходит в свою шикарную, роскошную жизнь. Вот такой для меня был мадемуазель Коко. Вот прям она, вот эта самая такая легкомысленная мадемуазель Коко, но шикарная, да, то есть не какая-то пустышка, легкая, да, не легкомысленная, это какое-то дурацкое слово, легкая, вот. И, ну, мне очень хотелось этот аромат, и мне казалось, что вот он мне тоже даст вот это вот ощущение. И мне даже кажется, что правда оно у меня появилось. Я, ну, вообще на самом деле не важно, да, появилось или нет, там на самом деле нет измерителя. Ну, если мне казалось, что оно будет, и я так себя чувствовала, а я так себя правда чувствовала, такой тоже шикарный и уже роскошный. Любой бы инфо-цыганёнок мне сказал, что я вот это вот, господи, ну, знаете, когда ты как будто бы уже реализовал все свои мечты, и ты уже там находишься по своим ощущениям. Вот я, короче, этим ароматом это сделала. Конечно, давайте я опишу немного, да. Тут цитрусы. Очень подходил, конечно, этой девушке в желтом аромат. Тут цитрусы такие легкие, шипучие. Тут есть пачули, они к базе даже немножечко где-то шоколадные. Цветочность, ну скорее белая цветочность, но она тут фоном, да. Тут главные все-таки цитрусы, но они не кислые, они сладкие, они жизнерадостные. И, конечно же, тут чувствуется, да, что это Шанель. Вот сразу же это никто такое не может сделать, да, даже если какие-то подделки есть, какие-то там дюпы, что угодно, никто не повторит Шанель. Вот, друзья, и кажется, у меня свет ушел. Пришлось искусственный свет ставить, потому что натуральный уже ушел. Так, давайте дальше. Дальше у меня был аромат. Это Miss Dior Cherie. Думаю, тоже многим знаком, многие его ищут. У меня вот такая миниатюрка. Я нашла ее. Но он у меня больше сейчас для ностальгии, да. Я поняла, что это сейчас уже не тот аромат, который был тогда, который вот давал мне вот это вот ощущение. На самом деле с ним не было никакого такой истории знакомства. Мне его подарили на день рождения родители. Но опять же, да, я была студенткой, и вот этот аромат придавал мне какое-то ощущение вот такой роскошности, шикарности. Но в студенческие годы на самом деле аромат был способен это сделать. Это уже во взрослом возрасте гораздо больше, да, ты понимаешь, что такое шик и роскошь. А тогда, конечно, парфюм — это просто 90% успеха. Я даже сейчас не трогаю тот период, я всегда любила ароматы. У меня были сначала всякие каталожные ароматы, но я даже их не хочу трогать, потому что они вот не производили такого впечатления на меня, не были настолько для меня важны, как вот эти вот, да, которые меня втягивали в парфюмерный мир. Что у нас здесь? Здесь роза, здесь нота попкорна, есть клубники, вот та самая, да, за которую мы любим Miss Dior Cherie. И такая база тут шипровая, шипровая. Вот я когда носила этот аромат, это у меня уже были черты парфманьяка, потому что мне очень нравилось сначала, но шипр вот этот к базе меня немножко смущал. Мне казалось, что он дает в ретро, но мне даже нравилось это ощущение такой неоднозначного отношения к аромату. Мне хотелось его носить, как-то попробовать, вот как-то, знаете, понимать его глубже.
у меня не было идеи его перестать носить, даже несмотря на то, что меня смущала база. Вот это уже какой-то признак парфманьяка, потому что люди обычно, ну, либо да, либо нет. А вот это вот, ну, я еще разношу, я хочу понять, мне интересно, мне здесь нравится, а тут не очень. То есть вот это вот погружение в аромат уже признак парфманьяка. Дальше, ну, это опять же аромат, это L'instant от Guerlain. Вот тут опять была история знакомства. Я была в гостях у своих родственников, дяди с тетей, и к ним пришли гости, их друзья. Там вот женщина опять такая, ну тут уже роскошная, наполненная, мудрая, опытная женщина. Она какие-то, я помню, мы обсуждали темы, она такие мысли, да, говорила для меня тогда очень мудрые. И вот этот аромат у меня настолько с ней ассоциировался, и я его хотела, да. Мне кажется, вообще вот в какой-то период вот чего хочется, да, вот на такой аромат, точнее образ этого аромата и тянет. Вот у меня был образ этой мудрой, шикарной, взрослой, опытной женщины. И это уже было, я окончила институт, университет, и как бы мне уже хотелось быть не только роскошной, шикарной и легкой, а уже больше мудрой женщиной, опытной. И вот это вот этот для меня аромат. Здесь белые цветы, здесь есть яблоко, но оно даже вот не знаю, что это яблоко, можно не понять это. Это какая-то такая немножко кислая фруктовость, но настолько это элегантно, изысканно звучит, что даже яблоком это сложно назвать. Коты опять там что-то делают. Здесь есть древесность, медовость в аромате, да, но не прямолинейная. Это все-таки парфюмерный мед, он такой сладкий, тягучесть придает аромату. И есть пудровость, но не косметическая пудра, а вот какая-то у меня ощущение, что это пыльца цветов. И что-то такое косметическое, кремовое. Аромат, когда к базе уже он вот немножечко с таким оттенком дорогого косметического средства. Так, ну что я их туда спрятала? Пусть они вот тут стоят. У меня, кстати, это новшество, что я вот так вот микрофон закрепляю. Ну, не хотелось сюда никуда его крепить. Дальше у меня... кстати, про Мисс Диор Шери. Монталь Роуз Эликсир. Многие говорят, что похож аромат. Я скажу вам вот таким вот образом. Он вначале вообще не похож. Когда мне говорили, что попробуй... Подождите. Давай мы закончим обзор ароматов, а потом я тебе дам вкусняшку. Договорились? Да, вкусняшку. Говорят, что похож. Вначале вообще не похож. Когда мне говорили попробуй, я вообще не чувствовала никакого сходства. Но когда у меня появилась вот эта малышка и вот этот вот от Левант, я их параллельно тестила. И вы знаете, вначале ничего общего, но к базе они правда похожи. Правда очень. Но для любителей Мисс Диор Шери именно, да, для фанатов, конечно, это, ну, не то, не то, но хотя бы что-то, хотя бы кое-что. Вот так вот я скажу. У меня есть оба, поэтому. Так. Потом началось мое увлечение нишей. Я открыла для себя мир ниши. Уже не ориентируясь на какие-то шикарные образы, а ориентируясь, уже хотелось на себя опираться. Да? Это такой путь развития личности. Хотелось индивидуальности. И я пошла, конечно, изучать нишу. Я забросила на какое-то время вообще люкс. У меня были только нишевые ароматы в основном. И я познакомилась с моей путаной де Palaces от Etat Libre de Orange. Вы знаете, вот очень интересное знакомство у нас состоялось, потому что я просто тестила все. Ну, в принципе, как и сейчас. Вот это прям было такое вот... Я в общем, уже погрузилась в парфюмерию. И я, помню, зашла в парфюмер в Питере, в бутик, и я нанесла на себя много манталей и прыснула на руку вот этим вот ароматом. Он тогда там продавался, этот бренд. И я вышла, у меня еще блотеры были, я их положила в машине, и, значит, вот от меня шлейфит всем подряд, и где-то чуть-чуть я чувствую что-то от этого аромата. Ну, что-то такое вроде да, а вроде и нет. Как-то вот не уверена. Но почему-то я решила заказать вот его. Это было, конечно, не вслепую, но
не сказать, что я разносила парфюм. Я заказала его. И первое время, когда он ко мне пришел, я его нанесла, и меня это просто поразило. Ну, тогда не было нишевых ароматов, тогда был люкс понятный. И тут меня прям накрыло. Это вроде не какой-то, знаете, это не покрышки какие-то там с мусорками. Нет, это пудровый аромат. Тут есть фиалочка, тут прям заявлена пудра, тут есть ваниль, тут есть нота кожи и в начале имбирь. Вот кожа, друзья, да, такая дегтярная. Вот что меня поразило. Этот пряный имбирь в начале, и потом вдруг косметическая пудра, такая фиалковая, похожая на какую-то классическую пудру фиалковую, и вдруг кожа дегтярная. И мне нравится, меня захватывает, но я думаю, а как это носить в люди? Ну, и мне казалось, что тогда такого вообще никто не носит. Как это? Но я им пользовалась. И я все время сомневалась, как это звучит со стороны, до момента, пока я не встретила девушку в кинотеатре. Сейчас этот аромат сидит уже не так шлейфово, он даже где-то, можно сказать, что ближе к коже сидит. Но тогда первые выпуски, они так шлейфили, малыш не выдерживает, они так шлейфили, они были такими громкими, такими стойкими, что вот мы в кинотеатре, в холле стояли, там стояла где-то компания, и я чувствовала, что от кого-то, от девушки, от девушки я так думала, ну, мне кажется, что от какой-то там девушки шел этот шлейф. И я поняла, насколько он звучит просто даже где-то интеллектуально, потому что это правда совмещение вроде, казалось бы, несовместимого. Тут еще есть такой аспект глянцевого журнала, то, что сейчас в Ганимеде возведено просто в высшую степень, да, то, что чувствуется в первую очередь, там было просто оттенком, нюансом, но это уже было. Там уже был Ганимед, а, прародитель всего, с него началось все. Вот, и я поняла, как это звучит аромат, и просто вот у меня как раз тогда был аромат заканчивался, и я думала, заказывать или нет, и заказала себе еще флакон, и еще, и еще. Я не знаю, какой этот по счету, но я точно уверена, что это не последний мой аромат. Он хочет идти играть с братом. Ну, давайте рискнем, рискнем. Что они там сейчас удумают. Так, друзья, дальше был... вот. Монталь Роуз Crystal Flowers. Хотела сказать Rose Mask. Нет, это Crystal Flowers. Это другой аромат. Он появился раньше Rose Mask. И мне Rose Mask не так нравится. Я бы себе не хотела целый флакон Rose Mask, но вот это просто красота. Это не похоже на Rose Mask, только тем, что тут тоже есть роза, и она тоже похожая на розу, ну, Монталя, да, она у него особенная. Это такие немножечко, это роза в первую очередь, да, такая масляная, такая жирненькая роза. Тут есть как будто бы какой-то аспект мягкий, кремовый, и я слышу такую мягкую табачную нотку, но скорее кальянного фруктового табака. Здесь есть ландыш, то есть аромат еще и свежий. И здесь немного есть мускуса, фирменный. Кто не знает, знакомьтесь, это роз. Это роз. Будем надеяться, что он сможет у нас немножечко посидеть. Немножечко тихонечко, да, посидеть. Надо спрятать только вот это вот. Вот это. Все, спокойно. На чем я? Ландыш, который придает аромату свежести. Да, тут есть свежесть в этом аромате. И мускус Монталя, конечно, куда без него. Но его здесь немножко. Он ну, вот я не чувствую никакого грязного, страшного пластикового мускуса. Нет, здесь для меня вот такая специевость, да, аромату придается небольшая, чуть-чуть. То есть я не скажу, что это специевый аромат. Нет, но чуть-чуть чувствуется его восточный характер. Следующее. Moth Waltz от Ксерджов. С этим ароматом я познакомилась на презентации бренда. Это было в бутике, который открыл, по-моему, Ривгош, Ривали называется. Не знаю, есть ли он сейчас в Питере. И приезжал сам Серж Ксерджов представлять свою коллекцию. Там познакомилась я с этим ароматом. Опять же, у меня была ассоциация с ним.
какой-то светской, дорогой такой тусовки, да, куда позвали избранных. Я тогда работала в журнале, поэтому я была на этой презентации. Вот. И этот аромат на меня произвел очень сильное впечатление своей громкостью, стойкостью, шлейфом и вот тем, что он тогда был, конечно, не избитый, необычный, чувствовалось дорогое звучание. Сейчас такое, мне кажется, много у чего есть. Пора отпускать котика. Все, все, иди, Росик, иди, мой сладкий, иди гуляй, играй, иди, все, мой золотой. Мне нравится ему сидеть. Вот, и сейчас такое звучание есть у многих ароматов, да, даже это уже ушло в прошлое, и мне, конечно, вот в нем не нравится, что он сейчас, он не ретро, да, я понимаю, что когда говорят ретро, имеют в виду не это, но он звучит как будто бы аромат, вышедший из моды. Когда-то он был на пике, сейчас нет. Это мускусно-цветочно-древесный аромат. Из цветов, да, тут заявлены цветочные ноты, но я больше всего чувствую тут розу, такую шипастую розу. Кстати, лучше всего этот аромат звучит в тропическом влажном климате в жару, потому что в холод он может даже задушить окружающих так точно. Если ты еще можешь на себе как-то забить рецепторы, то окружающим некуда будет деться, когда ты в нем. И последние два аромата. Это Zadig Voltaire. Это то, что меня вернуло в люкс. И, кстати, это то, после чего я открыла свой блог. Не знаю, почему после них. Не знаю, почему. Мне казалось... Короче, я не знаю, почему после этих ароматов, после их приобретения, я поняла, что я буду вести свой парфюмерный блог точно. Что здесь? Это ароматы однозначно молочные. И здесь чувствуется молочность, но здесь она мягче. И это вот такая вареная, просто сгущенка. То есть здесь 100%, да, аромат про молочность. Здесь есть жасмин, здесь сандал, как раз-таки молочный, и здесь есть каштаны. То есть чувствуется в аромате такая немножечко ореховость. Я чувствую именно жареные каштаны здесь. И я сразу, знаете, как получилось? Я очень хотела аромат молочный аромат. Вот мне прям хотелось, чтобы чувствовалась нота молока. Вот как бывает такое, что вот захотелось и все. И я перерыла всю фрагрантику, все отзывы, потом поехала все тестить и нашла вот это. И я поразилась стоимости этих ароматов, ну вот на тот момент и их качеству, и их звучанию, и флакону, и всему. Я думаю, господи, да что же я в эту нишу-то ушла? Такие есть потрясающие находки. Я знаю, что сейчас они стоят недешево. Этот снят с производства, но в тот момент этот стоил около 2000. Этот стоил, по-моему, чуть больше, но тоже около 2. То есть между ними была небольшая разница. Это 30 миллилитров, это 50, да. В этом аромате больше древесности, тут жасмин чувствуется лучше, и он как будто бы такой более строгий. Но молочность я тоже чувствую. Ну, она просто здесь как в композиции в общей. А вот тут все-таки первое, да, что чувствуется, это как будто бы сгущенное молоко. Но для меня они, правда, похожи. Я не помню точно истории этой покупки. Я не помню, что я купила первым, но я помню, что поняла, что мне нужны оба эти аромата. Мне они казались очень-очень похожими, но вот этот громче звучал, он был более стойкий, все происходило в очень теплую погоду в Питере. То есть это не жара была, я сейчас знаю, что такое жара, живя в Испании, но было очень-очень тепло. И вот этот аромат тогда слетал, а вот этот держался очень хорошо. Поэтому я купила оба, решила, что они мне нужны двое. Два аромата мне нужны сразу. И я их на самом деле оба носила, но вот этот вот мне хотелось уже в более прохладное время, а этот в теплое. Сейчас я оба их ношу в прохладное время. Они настоялись.
Этот стал тоже очень громким. Тут даже какая-то база вылезает мускусная, непонятно откуда. И поэтому в жару я вообще его не могу носить. Да, в холод, не знаю, один пшик, и вот просто достаточно. Этот, ну, он тоже очень стойкий. И с ним тоже надо быть, конечно, осторожным. Можно даже себя этими ароматами придушить. Вот. Но это будет приятное удушение. Эти ароматы настолько они мягкие, нежные, сливочные, обволакивающие. Да, этот немножечко с большим напором, с большей древесностью. Этот помягче, но они оба, конечно, такие уютные для уютных вечеров. Я почему-то вижу этот аромат именно таким больше вечерним, хотя вот This is Her точно можно носить целый день. Он собирает комплименты, но не рекомендую все-таки, да, он довольно громкий, в закрытые какие-то помещения. И если вы не уверены, да, что вы идете куда-то, где знаете вкусы людей, то надо другие все-таки ароматы выбирать полегче. Этот довольно стойкий, шлейфовый, громкий, он не стоит. Вот как я скажу. Вот, друзья, такая получилась подборочка. Надеюсь, что звук записался хорошо. Я так не делала. Вот. Все вам рассказала. Пойду запускать котов. Они, наверное, под дверью уже там скулят. Все, друзья. Спасибо, что были со мной. Пишите под видео в комментариях свои любимые ароматы, которые затянули вас в мир парфюмерии, которые сделали из вас людей парфлюбителей, парфманьяков, называйте как хотите, да. Мне очень-очень интересно, правда. Это всегда, я думаю, всем интересно, как это с вами произошло. Все, друзья, спасибо. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы приходило уведомление. Я желаю вам хорошего настроения, много-много классных парфюмов по супер ценам, со скидками, по акциям. И таких, чтобы они были с вами и дарили вам приятные воспоминания, что-то меняли в вашей жизни, по крайней мере, хотя бы настроение. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.